Got it. Okay. The two people that came to share the message with me are no longer alive. One of them was Hank Magdaleno, and the other guy was Eddie Cochran. Двое из тех людей, что пришли тогда, уже не с нами. Одного звали Хэк, и второго Эдди. And the reason I say those two names is because they gave me the gift of life, and that's sharing with me the message of what NA was all about. И почему я произношу эти имена сегодня? Да потому что эти люди подарили мне жизнь, и они подарили мне ее тем, что поделились со мной вестью о том, что такое анонимные наркоманы. Eddie was sponsored by Jimmy K and went to the very first NA meeting, October the 5th, 1953. И Эдди, вот это тот человек, который был под спонсором Джимми Киннона, и он присутствовал на самом первом собрании анонимных наркоманов в октябре 1953 года. But because NA was so small, Eddie went to the other fellowship and actually stayed there. Но NA было слишком маленьким еще в наши годы, и поэтому он ушел в параллельное сообщество и там и остался. By the time I got out of the penitentiary, NA had 5 meetings in our area, and that was it. А вот когда я вышел из тюрьмы, у нас было 5 собраний в моей местности, и все, больше ничего не было. So the first meeting I went to on the streets was an AA meeting, and that confused me, but that's where Eddie asked me to meet him. И я вот на улице, когда пришел на первое собрание, это было собрание параллельного сообщества, и мне непонятно там очень было. И вот он подошел ко мне на улице поговорить со мной. Here I am, 25 years of age, just turned 25 4 days before they let me out. And I'm in this meeting with nothing but old people. That's funny to me because I'm an old people today. И вот это то собрание, о котором я говорю, параллельного сообщества, это куда меня попросил прийти вот этот парень, который пришел в тюрьму нести мне весть. Да, и вот я пришел на это собрание, мне 25 лет только исполнилось, а там все старички сидят. И сейчас мне даже смешно это говорить, потому что сейчас я и есть те старички. Some of those people didn't have any teeth and they smiled at you and it made you feel funny, but that's besides the point. И кое-кто там, да, знаете, сидели одни ребята, у них зубов не было практически. Они улыбались, я смотрел на них, как они улыбаются, вот этой беззубой улыбкой. Так это было прикольно в тот момент, смешно даже. When I got here, I was 25 years of age. I had dark brown hair and I had my own teeth. А я когда пришел, вот мне было 25, у меня такие были густые коричневые волосы, и у меня даже зубы собственные были к тому времени еще. Now I'm 77 years of age. I have white hair and my teeth don't sleep with me at night. И сейчас мне вот 77 лет, как вы видите, у меня седые волосы, и мои зубы спят отдельно от меня ночью. But that's not the NA message. That's just an NA thing. It's just something that happened. The love that I received in that meeting carried me to the meetings that I went to. И вот, конечно, то, что я сейчас рассказал, это так, шутка, это не имеет отношения к вести анонимных наркоманов. А если говорить вот о той вести, которую мы несем, вот та любовь, которую я почувствовал на своем самом первом собрании, она и несла меня. It took me several months, or a couple of months before I could find an NA meeting. And when I did, I wound up in the mother group. And that's where I met Jimmy again, and all the people that have passed away that their writings are in the book.
Let me quit talking so you can interpret for me. И вот несколько месяцев, да, как я сказал, я ходил вот по этим разным другим собраниям и никак не мог найти анонимных наркоманов. И когда я их наконец-то нашел, я снова увидел вот тех людей, которые несли мне весть. Один из них был Джимми. И вот это было то место, которому я понял, что принадлежу. And the love I received at that meeting told me that's where I belonged. И вот там были те люди, да, которые писали вот эту первую литературу, те люди, которые основали сообщество. И я снова почувствовал вот ту любовь, которая дала мне понять, что вот NA — это то место, где я должен быть. I was young. I was jumping around in a way. I was really excited about being in a place where they talked the language that I understood. И я в то время еще был молод, да, я как бы скакал с места на место, ну вот не было у меня еще четкой позиции жизненной. Но я понимал, что вот тот язык, на котором они говорят в анонимных наркоманах, я его прям понимаю, это мой язык. So out of the 5 meetings that they had on a little tiny business card, I found 4 of them. И вот на той маленькой бумажке, которую они мне оставили в тюрьме, было 5 собраний написано, и я сумел найти 4 из них. And I managed to go to those meetings. И мне удавалось посещать эти собрания. But I lived a distance away, and it seemed like I was spending a lot of money on gasoline just to go to a meeting. И я далеко жил от этих собраний, и мне все время казалось, что я много денег очень трачу на то, чтобы до них доезжать. So I spoke at a Nar-Anon meeting, which is like Al-Anon to AA, and the pastor at the church asked me if I'd like to start a meeting in his church. И однажды такая история приключилась. Я высказывался на собрании для созависимых, для родителей наркоманов, для родственников. И вот пастор в той церкви, где они снимали помещение, предложил мне открыть собрание анонимных наркоманов в этой церкви, предложил мне тоже помещение. So the first Monday of 1969 in January, the meeting started in my area. И вот это первое собрание в 69 году, первый понедельник 69 года, это когда открылось мое первое собрание в той местности, где я живу. I'm going to go a little faster on this. It's I'm dragging a little bit. That started lighting a fire under 4 other people to start meetings in my own area. И вот из этого собрания, да, вот этим огнем выздоровления зажглись еще 4 человека, и они открыли еще 4 собрания на моей местности. All growth in NA comes from resentment. Да, но надо помнить о том, что весь рост в анонимных наркоманах, он идет из обид. Somebody resents something that you said or did, and they turn around and buy a coffee pot and find a new location and start a new meeting. Вот так открываются чаще всего собрания. Кому-то не нравится, как я высказываюсь, или как ты высказываешься. Этот человек берет, покупает кофеварку, снимает помещение и открывает еще одно собрание. And look what we have today. И посмотрите, вот до чего мы доросли сегодня. My involvement in NA was to be active in every area that I could be. I almost took on too much, but service became the most important thing that I had to offer. И вот мое участие в анонимных наркоманах, оно с самого начала заключалось в том, чтобы прилагать усилия во всех сферах анонимных наркоманов, какие я только могу. И вот мое служение, знаете, оно было даже в какой-то момент на той точке, что мне казалось, что слишком много я служу. We didn't have a World Service Office back in those days, but we had a General Service Organization, a GSO, and we met in revolving places to conduct
what was necessary to do in NA. И в то время у нас не было еще мирового офиса обслуживания, у нас была другая организация, и вот, ну, то есть тоже анонимная, ну, по структуре. И мы встречались вместе все время в разных местах, и мы обсуждали, мы решали, что необходимо сделать для роста анонимных наркоманов. First thing I ever was the chairman of the H&I committee and took a meeting back to the penitentiary I got out of for 5 years. И мое самое первое официальное служение было председателем подкомитета по больницам и учреждениям. И вот первая панель, которую мы открыли, куда мы пошли, это была именно та тюрьма, из которой я освободился в свое время. And then I became elected chairman of the GSO. И затем меня выбрали вот председателем вот этой организации, которая была предшественником мирового общества, мирового совета обслуживания. And while I was a member of that, somebody asked me to be on the World Board of Trustees, the first World Board of Trustees of Narcotics Anonymous. И вот пока я служил в этой структуре, мне предложили быть первым членом первого попечительского совета анонимных наркоманов. And I served on that for 5 years. И 5 лет я был вот в этом попечительском совете. During that time, I mentioned to Bob Barrett that I wanted to have a world convention, and he laughed at me. И вот в то время я там разговаривал с одним чуваком, его зовут Бобби, ну, тоже очень известный, выздоравливающий, так скажем. И я ему сказал: слушай, нам надо мировые конвенции проводить, и он мне рассмеялся в лицо. He says, where are you going to have that? Он мне говорит: ну где, как ты сможешь это сделать, ты что? He says, where are you going to find that many people, and where are you going to find that much money? Он говорит: где ты найдешь столько служащих, где вы соберете столько денег, чтобы что-то подобное провести? My dog is in and out, in and out, in and out. Sorry about that. But we did have in November of 1971, we had our world first NA convention with 250 people that showed up. Однако в ноябре 1971 года мы сумели провести первую мировую конвенцию, и 250 человек на нее собралось. 185 paid, the rest were freebies out of recovery houses. И 185 из них были из вот домов на полпути. And I found out later on, the place that we had it was a golf course country club, and it was donated to us because the owner's son was having trouble with drugs. И вот это место, Go ahead. вот это место, в котором мы встречались, это место нам было предоставлено бесплатно или за символическую плату. Это был такой клуб при гольф-корсе, и владелец этого клуба, у него сын, у него проблемы с наркотиками были, и он поэтому нам вот разрешил встретиться в этом месте, провести конвенцию. And he thought that would help get his son clean, which it did. И он думал, что вот за счет того, что он предоставит нам это помещение, его сын увидит и начнет оставаться чистым. И так и вышло. And that started the movement of having world conventions, and we had them every year for quite a few years until one day they decided to just make it in different increments. И вот с этого начались вот эти мировые конвенции анонимных наркоманов. Каждый год мы их проводили. И до тех пор, пока вот не пришел тот год, когда пришли изменения. Okay. Now you can tell Seva that I'm lying like crazy. Just kidding. You know, I love Narcotics Anonymous, and
I've served in so many different positions. I already told you some of the positions I've done. And I've learned throughout the years that service keeps you alive. Я люблю анонимные наркоманы, я люблю служение в анонимных наркоманов. Вот все мое выздоровление, я постоянно служил на разных позициях, я уже вам некоторые из них обозначил. Но вот за эти годы я выучил одну вещь. Служение – это то, что оставляет меня в живых, то, что помогает мне выживать. I want to describe service. I've never done this before, but I want to describe service. И вот я хочу описать вам, что для меня служение. Я никогда раньше, наверное, этого не делал, но мне очень хочется это сейчас сделать. Что такое служение для меня? Sometimes service is just showing up. И начнем с того, что иногда служение заключается в том, чтобы просто прийти куда-то. You're clean 1 day, 2 days, 2 months, 2 years, and you can sit there in the meeting and show a newcomer that it can be done. Вот. И тут не важно, сколько ты остаешься чистым, 2 дня, 2 недели, 2 месяца, 2 года. Ты можешь просто прийти на собрание и даже просто сидеть там, и новичок увидит, что оставаться чистым возможно, глядя на тебя. When they say a newcomer is the most important person in any meeting, that's exactly what it means. И вот когда мы говорим, что новичок – это самый важный человек на собрании, это именно и значит то, что мы говорим. I've been a secretary of a meeting. I've been a treasurer at a meeting. I've been a coffee maker at a meeting. Я служил секретарем, казначеем, чайханщиком на собраниях. I do setups. I do cleanups. I've done literature. I've made coffee. И я до сих пор служу, да, я расставляю стульчики, я прибираюсь, я собираю, я до сих пор варю кофе, я участвую в литературных советах, я делаю все, что я могу. And even though a GSR is a necessary evil, I would never be a GSR again. И несмотря на то, что я понимаю, что вот ПГО, да, представитель группового обслуживания, это необходимое такое служение, и я бы его назвал необходимое зло, но я никогда не мог, и я никогда не буду служить вот на этой позиции. I'm not into getting hit in the face or stabbed, but I am into seeing the information being shared, and we all need the information. Да, и да, ну, мне не нравится, да, когда мне кто-нибудь там по лицу ударит или еще что-то подобное. Но я понимаю, я осознаю необходимость в том, чтобы получать информацию и делиться информацией. I quit going to a lot of the conventions after maybe 6 or 7 conventions because the emphasis was on merchandising, and it didn't seem like that was fair enough to be in recovery only. Я перестал ездить на мировые конвенции и вообще на конвенции после того, как вот подряд получилось так, что я съездил на 6, на 7, и я увидел, как много упора делалось на то, чтобы продавать разные сувениры и все прочее. И мне показалось это не совсем честным, что вот такое ударение делается на вот эту часть выздоровления. But I was asked to participate in the 50th anniversary of NA 30th World Convention in San Diego. Но когда анонимные наркоманы отмечали свои 50 лет, это была 30-я мировая конвенция в Сан-Диего, меня попросили принять в ней участие. And it was to represent the mother group of NA. И моя роль была в том, чтобы быть представителем вот этой вот группы, которая была родоначальником всех групп, самой первой группы. Я был представителем этой группы. That was the meeting that I went to, my very first NA meeting on the streets. И вот это и было вот именно то первое собрание, о котором я вам рассказывал, куда я пришел на улице, на своей местности.
And I was on a panel of 10 other people. There was 10 people on the stage. И вот когда мы представляли, на сцене нас было 10 человек. There was a leader. There was 2 readers. I think there was 3 readers. I don't know. But anyway, there was 6 or 7 of us that shared. И из 10 там был один, ведущий собрания, пару-тройку человек, кто просто прочитали карточку, и вот 6 или 7 из нас, кому доверили высказываться. And I talked about the first convention. And in the middle of that, I just broke into tears because I looked out and I found out later on that I was sitting in front of 25,000 people from around the world that could afford to make it to that convention. И вот мой рассказ был о том, как проходила Первая мировая конвенция, я рассказывал об этом. И посередине вот этого моего выступления я расплакался, потому что понял, что на меня смотрели глаза 25 тысяч человек со всего мира в этот момент. I failed to mention that I spent some time with Jimmy. I helped him send out starter kits from requests that he was getting from around the world about what is NA and how can they get information to start their own meetings. И я еще забыл рассказать то, что я какое-то время служил вместе с Джимми Кинаном, я помогал ему, мы рассылали по всему миру вот эти пакеты для того, чтобы начать собрание. Когда приходил запрос откуда-нибудь с вопросом, что такое NA, как организовать новую группу, мы посылали вот эти вот пакеты стартовые. Jimmy's biggest dream was to watch this become a worldwide fellowship. И его самой большой мечтой было то, чтобы увидеть, как наше сообщество становится действительно всемирным. This convention I spoke at was in 2003, and Jimmy died, I think, in 1985. И вот я был спикером на этой конвенции в 2003 году, а Джимми, он умер, по-моему, в 1985 году. But his dream was realized. His dream has been realized. I'm in Russia. I'm looking at faces I've never seen before. And you people are trying to stay clean and work on an honest program, I hope. И вот его мечта, она воплотилась в жизнь. NA сегодня мировое сообщество. Прямо сейчас я нахожусь в России, могу видеть ваши лица, и вы там в России точно так же, как и я, надеюсь, так же, как и я, живете и выздоравливаете вот по своей вот этой честной программе, искренней программе выздоровления. I think I'm going to stop with all the history right now. I need to share a little bit more about personal recovery. И я думаю, что я вот, наверное, на этом остановлюсь с историей анонимных наркоманов и немного расскажу вам о своей личной истории выздоровления. This is a 12-step program. And being that it is a 12-step program, there's 12 steps that you need to work. И все-таки наша программа – это программа 12-шаговая. И это знаете, что означает? Это означает, что нам нужно проработать 12 шагов. And I'm not telling you how to work your program. I'm just going to tell you how I work mine. И я не буду вам рассказывать, как вам свою программу работать. Знаете, я расскажу вам, как я по своей работал. I accepted the first step when I realized I was locked up in a penitentiary. I might have been, how do I want to say that? I was locked up in a penitentiary, and when it says we're powerless over our addiction, our life become unmanageable, there was the powerlessness and there was the unmanageability. I'm stuck with 64 other people in a dorm. И знаете, я для себя осознал вот свой первый шаг, проработал и принял его. Вот
основываясь на том факте, что я был закрыт в тюрьме. Я был закрыт в тюрьме. Первый шаг говорит нам о том, что наши жизни стали неуправляемы. Также он говорит о бессилии. И для меня вот это находиться в одной комнате, да, с 64 другими зэками, это очень хорошо показывает и бессилие, и неуправляемость. I might have been the only one in the shower, but I had 10 or 15 friends wanting to wash my back. And that was total chaos. И знаете, я в душ ходил один, но я точно знал, что там есть 10-15 человек, которые будут не против, знаете, ну, в общем, помыть мне задницу. So I knew that I was powerless. I had to fight my way to stay a virgin. Ах. Да, ребята, извините, неправильно я сказал, да, что и у меня было и для того, чтобы мне оставаться одному в этом душе, потому что было столько людей, желающих вот сделать то, о чем я сказал, но у меня было, да, 10-15 человек, которые должны были приглядывать, чтобы этого не случилось. Мне, чтобы сохранить мою девственность, нужны были все вот эти люди. Вот это и есть, да, вот показатель моего бессилия и неуправляемости. So from that point on, I realized I never wanted to go back to the penitentiary. И вот, осознавая этот факт, я понял, что я больше никогда не хочу возвращаться в тюрьму. And the only way I could stay out is to stay clean. И для меня единственный способ не вернуться в тюрьму был оставаться чистым. The second step told me that they would restore me to sanity, but that wasn't good enough for me. И второй шаг говорил, что я могу быть восстановлен к здравомыслию, к ясности, но мне этого недостаточно было. I didn't want what I had. I wanted something better. And I realized I had to be better to be better. И вот мне было недостаточно просто стать тем, кем я был раньше. Мне хотелось становиться лучше. И я понимал, что если я хочу становиться лучше, мне нужно становиться лучше. The third step was just making a decision. Didn't mean I had to do anything. Just had to make a decision. И в третьем шаге говорится о том, что мне нужно принять решение. Никто меня не заставляет что-то конкретное делать. Мне нужно принять решение. But you give your life to God, and then we're addicts. We take it back, and it's a tug of war. Give, take it back. Go ahead. И вот как бы мы ни старались отдать, да, свою жизнь Богу, мы зависимы, мы припоручаем, мы забираем обратно. И это вот постоянная вот эта игра, знаете, в догонялке. Отдал, забрал, отдал, забрал. But sooner or later, God wins, and we turn our lives over to Him, and things get really, really good. Но рано или поздно Бог в этой игре все равно побеждает, и мы по-настоящему поворачиваем свою жизнь к Нему. И вот тогда по-настоящему жизнь начинает меняться. The fourth step is always a fearful step for most people. You figure you're giving up way too much information. И четвертый шаг, его почему-то большинство людей больше всего боятся. Ну, наверное, потому что нам кажется, что мы должны будем поделиться огромным количеством информации. The confusion for most people, including myself, was they said take a fearless and searching moral inventory. I read it to be an immoral inventory. И знаете, для меня, наверное, как и для многих других, самое большое непонимание заключалось вот в этих словах нравственная инвентаризация. Потому что я когда читал, мне казалось, что у меня получится безнравственная инвентаризация. When I realized the word moral meant maybe you lied to somebody, maybe you stole some money from somebody, maybe you didn't help a little old lady or old man across the street on a rainy day. Но потом я понял, что в принципе нравственность означает только то, что мне нужно вот эти вот вещи вспомнить. Да, где-то я что-то у кого-то украл, где-то кого-то обманул, где-то старушку или старичка через дорогу
в дождливый день не перевел. Вот это для меня нравственность. It had nothing to do with your sex life, though there are times that you do need to talk a little bit about that kind of life. И вот эта вот нравственность и бесстрашие, вот все это, о чем говорится в шаге, они не связаны напрямую, там, допустим, с сексуальной сферой нашей жизни. Хотя да, в какой-то момент в 4-м шаге нам будет необходимо задеть и эту сферу своей жизни тоже. Boils down to we're as sick as our secrets. И мы так, знаете, говорим, мы настолько больны, насколько сильны наши секреты. The more we release our secrets, the freer we become. И чем больше мы избавляемся от своих секретов, обнажаем их, тем свободнее мы становимся. So I wrote everything that I could, and I put it all down on paper. And I didn't do it in a hurry. In fact, to be honest with you, it took me 11 years before I sat down and worked the 4th step. И вот я сел, и я начал писать, записывать все то, что мне нужно было записать. И знаете, если вам абсолютно честно говорить, я совсем не торопился. У меня 11 лет взяло то, чтобы по-настоящему закончить 4-й шаг. You don't wake up in the morning singing zippity-doo-dah and decide to write a horrible 4th step. Ну, и это же, знаете, 4-й шаг, это же не то, что вот мы такие однажды утром просыпаемся и такие, о-ла-ла, я готов наконец-то к 4-му шагу. You did that one good. You have to be in a lot of pain before you can really sit down and want to get out of that pain. Чаще всего это происходит так, накапливается такое количество боли, что хочется сесть и уже избавиться от этой боли. And I found myself backed up into a corner where I committed a crime being clean. And that was my pain. And that was when I worked the 4th step. И вот для меня этим рубежом, вот той точкой, когда я оказался полностью загнанным в угол через эти 11 лет, это была такая ситуация, что я совершил преступление, оставаясь чистым. И я понял, что больше я не могу ждать, я должен сесть и написать этот шаг. And then I turned around and made an appointment with a guy to do a 5th step and talk about it. The 5th step says you tell God, yourself, and another human being the exact nature of your wrongs, and that's what I had to do. И я вот нашел парня, да, я закончил, нашел другого парня, договорился с ним, чтобы сесть и сделать с ним 5-й шаг. So I went to this guy's house, and he took me through the house to the backyard into a trailer, and he said, get in, and he blocked the door. И я, короче, пришел к нему домой, он такой, пойдем со мной, и у него на заднем дворе такой вагончик стоял, мы зашли, мы подошли к вагончику, он такой, заходи. Я зашел, и он херак дверь, короче, закрыл. He said, start reading. И он мне сказал, начинай читать. So I read, and I read. И я читал. And I emptied my guts, I did. And when he got all done, he says, is that all you did? And I said, yep. И я, в общем, да, читал, вот все, что у меня там было, я все это вывалил из себя. И он мне говорит, ну что, ты все рассказал? Я ему говорю, да. Then he had the guts to say to me, I thought you were a lot sicker than that. А он мне, знаете, что говорит? Он мне такой говорит, ну вообще мне казалось, что ты намного сильнее болен, чем ты сейчас мне рассказал. Then he started telling me his life story. И он начал рассказывать мне историю своей жизни. What I realized from that is that there's more similarities than there are differences. И когда он рассказал, я понял, что у нас общего-то намного больше, чем различий. And when I realized that there were more similarities than differences, it took the edge off of me being so different and so weird.
И вот в этот момент, когда я это осознал, вы знаете, как бы меня отпустило. Я понял, что я не уникален, что я не какой-то странный. We all have differences. We all have different things we've thought about, but the similarities outweigh the differences. And that makes us all equal. И да, у нас у всех мы чем-то различны, у нас у всех есть что-то разное, какой-то разный опыт, но вот то общее, что нас объединяет, оно всегда перевешивает. И вот именно тот факт, что это общее перевешивает и делает нас равными. From there, I was able to work step 6 and 7. И вот после этого я пошел и начал работать по 6-му и 7-му шагу. And this guy told me, he says, you're going to hold on to a lot of your character defects and shortcomings until one day they bother you so bad that you're going to want to just get rid of them. И мне этот парень, с которым я работал, сказал: знаешь, ты будешь держаться за свои дефекты долгое время, но всегда, но наступит такой момент, когда настолько много боли и страданий они будут причинять, что ты будешь готов их отпустить. And that happens, you know, you just do things and keep doing them. And one day you wake up and say, I don't know why I'm doing that. That's bothering me. And so you eliminate it. And that's how I've eliminated all of my character defects and shortcomings. I want to look you in the eye. I don't want to look at your shoes. И знаете, действительно так и происходит, да, вот я веду себя каким-то образом, пока в конце концов я в один из дней не понимаю, что, блин, да ну почему я продолжаю так себя вести, и я прекращаю так себя вести. И вот таким образом примерно и происходило мое избавление от большинства моих дефектов и недостатков. Потому что, знаете, я хочу сегодня жить такую жизнь, чтобы я мог смотреть в глаза людям, а не, знаете, вот уныло так опуская голову, смотреть им под ноги. Boris, you sure say a lot more words than I do. But that's from that point on, you have a beginning of something that's good, and that takes you into step 8 and 9. Step 8 just says you have to make a list of all the people that you've harmed, and be willing to make amends to them all. It didn't mean you had to make amends to them all. It just says you had to be willing to make amends to them all. So here I am writing a list. И вот когда я начинаю меняться, да, это приводит меня к той возможности начать работать по 8-му и 9-му шагу. И также у меня произошло, я подошел, и там написано, да, составить список и преисполниться желанием, стать готовым возместить ущерб. Не просто составить список, а вот еще и быть готовым. И вот я нашел себя, да, я сижу и пишу этот список. Step 9 becomes a little bit more difficult because there's the action. That's where you have to step out of your comfort zone and make amends, not knowing what to expect. Девятый шаг, конечно, немножко посложнее, потому что в 9-м шаге мне уже нужно делать действия. И, как правило, вот эти действия, они заставляют меня чувствовать не очень-то комфортно, да, вот делать эти возмещения, но это необходимо. There might be easy ones, somebody you have to pay back money to. There might be, I don't know, somebody you lied to. Those are the easy ones. The difficult ones are the ones, okay, I'll let you interpret for me first. И есть очень простые, легкие, так скажем, возмещения. Это такие, как вернуть кому-то денежку, да, или там признаться кому-то, что соврал, но есть и тяжелые. Some of the difficult ones would be the person's passed away, and you have to go, I did anyway, write a letter, go to their gravestone, read the letter, and feel the release of all that pain they may have caused. Немножко посложнее, это когда, вот, допустим, такой опыт, человек уже умер, и мне нужно было написать ему письмо и прийти на могилу, прочитать это письмо и почувствовать внутри, да, вот это облегчение от того, что я это сделал. Then there are some that you never can go to the person because it's going to injure you.
them or others. Those are the ones that where you've really messed up. And the only way that you can find relief from that is to make living amends. И существуют прям совсем тяжелые варианты, когда ты настолько накосячил, что ты не можешь пойти к этим людям, потому что это еще только больший вред принесет. И вот здесь вступают в силу так называемые возмещения образом жизни. And living amends is to just not make the same mistake twice. И один из вариантов таких возмещений с образом жизни – это не совершать одни и те же ошибки дважды. The growth of working this program changes our entire being. И вот тот рост, который мы испытываем, работая по этой программе, он меняет нас полностью, как личности, как людей. The first 9 steps is the real heart and work meaning. It's really the heart of what the steps are all about. И вот эти первые 9 шагов, это вот, знаете, такое, как настоящее сердце, сердцевина того, о чем вообще шаги. Steps 10, 11, and 12 are the maintenance steps. И шаги 10, 11 и 12, да, это вот такие шаги по уходу за собой или за выздоровлением. For me, if I made a mistake today and said something that I shouldn't have said, I make a quick amend so I don't have to sleep on it overnight. Для меня сегодня очень важно, что когда я совершаю какую-то ошибку или говорю что-то не так, как можно быстрее, своевременно, да, возместить, исправить, для того, чтобы мне не пришлось засыпать ночью с вот этим грузом. And that is a good way to keep my house clean and in order. И для меня вот это вот хороший способ, да, 10-й шаг – это хороший способ для того, чтобы поддерживать свое выздоровление, свой дом, как он сказал, в чистоте и порядке. Step 11 is a deeper meaning than step 3. Step 3 is a way to start to look for a power greater than yourself. Step 11 is to unite yourself with a power greater than yourself. И 11-й шаг – это такой как более глубокий взгляд в 3-й шаг, потому что в 3-м шаге мы начинаем искать вот эту силу более могущественную, чем мы сами, а в 11-м шаге мы как бы объединяемся, сливаемся с этой силой. In our readings, it says that this is a spiritual program, not a religious program, known as Narcotics Anonymous. В наших карточках говорится, что эта программа духовная и нерелигиозная, и она известна под названием «Анонимные наркоманы». But it didn't say that you can't find a God of your own. And it might be something that maybe not everybody would go along with. We have all kinds of people in meetings today. You've got Jews, and that's what I was born in. И также здесь говорится о том, что мы каждый можем найти Бога своего понимания, как мы его понимаем. И, наверное, зачастую это является вот таким каким-то барьером, особенно сегодня. Огромное количество разных людей с разными богами, есть из разных вероисповеданий, правильнее будет сказать, люди на нашем сообществе сейчас. You have Muslims, you have Christians, you have Hindu, you have all sects of people that are looking for recovery. И сегодня выздоровление на наших собраниях, вот где я живу, допустим, ищут люди, представители всех религий известных, и это и христианство, и, в общем, он перечислил там другие религии. And it just says we look to a power greater than ourselves to give us the hope that we need. И у нас написано, что мы ищем вот эту силу более могущественную, чем мы сами, для того, чтобы она дала нам ту надежду, которая нам необходима. And I chose to become a Christian, but that doesn't mean I preach it.
It doesn't mean I tell you that's what you have to do. It's just something that works for me. И несмотря на то, что я выбрал для себя определенную религию, христианство, но это абсолютно не значит, что я буду рассказывать кому-то об этом или, знаете, убеждать кому-то, что другим людям это надо выбрать. Это вот мой личный выбор, только и всего. So I have a basic text, which I didn't have when I first got clean, by the way, but I have a basic text that teaches me how to stay clean. And I have the Bible, which is an acronym, is Basic Instruction Before Leaving Earth, that teaches me how to be kind, how to be generous, how to be compassionate. И для меня вот есть базовый текст, которого у меня, кстати, не было, когда я начал выздоравливать. Сегодня он у меня есть, он учит меня, как жить. И у меня есть другая вот эта книга. И эта книга учит меня чуть более глубоко тому, как быть добрым, как быть заботливым, как проявлять любовь, там, как быть щедрым. So we get to step 12. And step 12 is doing what I'm doing right now, carrying the message of Narcotics Anonymous. И потом идет 12-й шаг, а 12-й шаг — это вот именно то, что я сейчас и делаю, несу весть анонимных наркоманов. I had a spiritual awakening working the 12th step to realize that I never have to live like I used to live ever again. Знаете, у меня случилось духовное пробуждение, когда я работал по шагам. Оно заключалось в том, что я понял, что я больше никогда не должен жить, как я жил раньше. Now my job is to carry this message and to share it with as many people that are willing to listen. И теперь моя работа — нести эту весть и стараться поделиться с как можно большим количеством людей, которые готовы и желают меня выслушать. My message may not be the message that you want to hear, but it's the only message I have. The hope, a message of hope, and the message is freedom, freedom from active addiction. Look, I'm coming up on almost 53 years of being clean, and I've had so much love and great things that have happened to me for staying clean. И знаете, моя весть может быть не та весть, которая понравится каждому или не понравится кому-то из вас, но у меня нет другой вести, я несу только то, что есть у меня. Я остаюсь чистым, вот у меня уже скоро будет 53 года чистого времени, и все это время наполнено любовью, да, и вот эта любовь, это и есть то, что я несу. И я знаю, что я могу оставаться чистым. I'm not bragging about it. I'm just telling you my story. And I love Narcotics Anonymous. И когда я что-то рассказываю, я ни в коем случае не хвастаюсь, не выпячиваю ничего. Я просто рассказываю свою историю. Это все, что у меня есть. И я действительно люблю анонимные наркоманы. Out of all the jobs I've ever had in Narcotics Anonymous, my most favorite one is being a greeter. Из всех тех служений, из всех тех работ, в кавычках, которые я когда-либо выполнял в анонимных наркоманов, мое самое любимое — это быть обнимальщиком или тем человеком, который приветствует тех, кто приходит около дверей домашней группы. Newcomers come to our meetings foggy-eyed, foggy-spirited. You know, it's up to people like me, or I don't know, it's like me that would encourage them and make them feel at home. И вот когда новичок приходит, у него обычно глаза затуманены, и сердце затуманено, и дух затуманен. И это наша работа, работа вот таких людей, как я, поприветствовать их и сделать так, чтобы они воодушевились, чтобы они почувствовали себя как дома на нашем собрании. We spend too much time talking to our friends and not pay attention to the person walking in to the meetings or coming here on Zoom. We spend so much time on our phones, which is horrible. But now it's time to just stop, look around, see who's new, make that person feel at home, welcome them into the program of Narcotics Anonymous, and give them the same hope that we've gotten.
И очень часто мы приходим на собрание или здесь на Zoom, мы видим своих друзей, мы начинаем там общаться с ними, да, уделять им внимание, потому что эти наши друзья, и зачастую или мы там в телефоне зависаем, и мы пропускаем вот этот момент, когда нужно оглянуться, нужно посмотреть вокруг, увидеть, а кто новый сегодня пришел, и поделиться с ними, наполнить их сердца и донести до них весть анонимных наркоманов. И особенно телефоны. Телефоны — это, конечно, вообще ужасная штука на собраниях. I don't know if I've said anything that's made any sense to everybody here. Maybe a few. I don't know how many newcomers are in this room. I don't know how many people have been around for a lot of years. But my message is clear, that we all can be clean and be happy and wear a smile on our heart, not just on our face. The smile on our... Go ahead. И я не знаю, как много людей здесь находящихся, да, вот сумели почувствовать, услышать вот ту весть, которую я несу. Я не знаю, среди вас есть ли новички, есть ли среди вас, так сказать, старослужащие, но вот моя весть, она, собственно, в том заключается, что можно оставаться чистым, и можно при этом быть счастливым, и улыбаться не только вот своими мышцами лица, но и по-настоящему жить с улыбкой в сердце. The smile on our... We got 5 minutes left. Oh, thank you. I was hoping you would say that because I was getting a little tired. The smile on our heart is the one that conveys the message to the new people. When they can see you walk the way you talk instead of just talk, that gives them hope. И вот эта улыбка, да, когда вы улыбаетесь своим сердцем, когда вы действительно делаете то, что говорите, и говорите то, о чем вы делаете, вот тогда новичок может по-настоящему увидеть эту весть и почувствовать эту надежду, да, а не когда вы просто, вот, знаете, болтаете на собраниях и ничего не происходит. I want to leave you with hope today. I want to leave you with a feeling that I love Narcotics Anonymous, and I wouldn't want to be any other place than in these meetings. As I said, I host 3 meetings of my own, and I co-host every night of the week. I'm in Zoom meetings between 3 and 5 times a day, and every time I show up, I get to co-host, I get to work, I get to be of service, I get to feel a part of something. My home group is the East meets West in the Philippines. And that's an early morning for you guys. But that meeting just shows so much love to new people. И я надеюсь, что вот по окончанию нашего собрания, да, у каждого из нас останется немножко надежды и любви в сердце, или станет чуть-чуть больше ее. И я вот единственное хочу еще сказать, что я очень много сегодня служу в Zoom, я очень много времени провожу в Zoom, я являюсь организатором, то есть провожу 3 собрания. Каждый день в неделю я служу соорганизатором на собраниях. У меня есть домашнее собрание. 3-5 собраний в день я, бывает, посещаю в Zoom. У меня есть домашнее собрание, оно называется «Восток встречается с Западом на Филиппинах». Но это слишком рано, наверное, для вас будет. И вот мне эти собрания сегодня столько любви приносят в сердце, так наполняют меня. Most important thing to have is a clean date. The second most important thing to have is a home group. Third most important thing to have is a sponsor. И если говорить о 3 самых важных вещах, которые есть в выздоровлении, первое – это дата моего чистого времени, то есть оставаться чистым. Второе – это иметь домашнюю группу. И третье – это иметь спонсора. And those are the things that keep you alive. И вот это и есть те 3 вещи, которые, благодаря которым мы выживаем. There's so much more I could say, but I'm not. Maybe I'll get the opportunity to come back here in another year. Zoom is not going away. We're going to be in Zoom meetings for
a long time. So I wish you all the best. And thank you for letting me be a part of your lives this day. И мне очень много еще хочется рассказать, но все я не могу рассказать за раз. Возможно, я вернусь к вам в следующем году или еще когда-то расскажу что-то еще. Я уверен, что Zoom никуда не денется, он будет с нами, и мы будем снова встречаться. И я желаю вам всем удачи и всего самого наилучшего. Спасибо огромное, что вы дали мне возможность встретиться с вами сегодня, имеется в виду. Thank you all. Спасибо вам, ребят, большое. Thank you, Mel, for your experience, strength and hope. Мэл, thank you so much. Борис, тебе спасибо большое за перевод. Мы благодарим вас обоих от всей души. И наше собрание подошло к концу. В заключение я хочу напомнить, что наша программа анонимна. И мнения, высказанные здесь, это мнение тех, кто говорил, а не группы или всего сообщества в целом. Примите то, что относится к вам, и отбросьте остальное. Мы закроем собрание 2 отрывками из базового текста. Это карточка «Мы действительно выздоравливаем». Достигнув дна и осознав, что мы не можем больше жить по-человечески, ни с наркотиками, ни без них, каждый из нас сталкивается с одной и той же неразрешимой проблемой. Что же нам остается делать? Похоже, у нас есть выбор: либо продолжать двигаться к мучительному концу, тюрьме, больнице или смерти, либо найти новый путь жизни. Долгие годы у очень немногих зависимых был этот выбор. Сегодня тем, кто страдает от этой болезни, повезло больше. Впервые в истории человечества простой путь продолжает работать в жизни многих зависимых. Он доступен нам всем. Это простая, духовная, но не религиозная программа, известная как «Анонимный наркоман». Карточка «Только сегодня». Скажи себе: только сегодня я буду думать о своем выздоровлении, о том, как жить и радоваться жизни, не употребляя наркотики. Только сегодня я доверюсь кому-нибудь в АН, кто верит в меня и хочет помочь мне в моем выздоровлении. Только сегодня в моей жизни будет программа. Я постараюсь следовать ей изо всех сил. Только сегодня с помощью АН я попытаюсь увидеть свою жизнь по-новому. Только сегодня я не буду скован страхом. Я буду думать о своих новых знакомых, о людях, которые не употребляют и которые нашли новый путь жизни. Пока я следую по этому пути, мне нечего бояться. Сейчас все желающие могут присоединиться к молитве о душевном покое. Смайлик сердечко в чате будет означать, что вы молитесь вместе с нами. Боже, дай мне Serenity prayer. God, дай мне разум и душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Спасибо всем, ребят, кто присутствовал на собрании. Можете включать микрофоны для общения. Спасибо. Борис, спасибо. Мэл, thank you. Борис, скажи ему спасибо большое еще раз, пожалуйста. Mel, thank you so much for your experience, strength, and hope. Unfortunately, I had to go pick up the older son from job and then go pick up the younger one from school. But I can see Seva is here, and now he can pick up and translate maybe at least a little bit for you. Yeah. Seva is one of the best, that's for sure. Сев, привет. Thank you Ребят, for всем your огромное service. спасибо. Boy. Должен уйти. Спасибо, брат. И у нас запись включена, потом резать, Тема, придется то, что мы сейчас наговорили.